Друзья, всем привет! Я рад, что вы зашли на мой канал Food Court. И сегодня у меня на канале новый рецепт. Я буду готовить свиную шею горячего копчения в пряных специях. Вот такой прекрасный деликатес вы можете приготовить дома своими руками. У меня на канале уже есть рецепт приготовления свиной шеи холодного копчения. Я варил ее в су-вид, а потом коптил на холодную. Сегодня я вам покажу рецепт приготовления вот такой вот домашней буженины горячего копчения в коптильной камере. По этому рецепту свиная шея получается невероятно вкусная, ароматная, нежная, сочная. Досмотрите это видео до конца. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. А я начинаю готовить. Так, друзья, для приготовления свиной шеи методом горячего копчения в коптильной камере я проведу предварительный посол шприцеванием. Здесь у меня 4 килограмма свиной шеи, 2 куска, хорошая свежая шея, вот в таком она виде. Значит, каким образом я буду ее солить? Значит, шприцевание. Это метод, позволяющий доставить соль вот такой вот инъекторной иглой полностью равномерную структуру мяса, и соль будет равномерно распределяться. Для того, чтобы провести такой посол, я взял обычную кипяченую воду в объеме 10% на вес мяса. Мясо у меня 4 килограмма, здесь 400 миллилитров воды. Соль 2% на вес мяса плюс вес воды, то есть это 4400 грамм. 2% соли – это 88 грамм. Я взял пополам нитритную поваренную соль, нитритная 44 грамма и 44 грамма обычная поваренная соль. Нитритная соль с содержанием нитрита натрия 0,6%. Кроме этого, я в этот раствор добавил 2 грамма сахара на 1 килограмм мяса, это 8 грамм. И здесь у меня аскорбат натрия, антиокислитель жира, полграмма на килограмм, 2 грамма. Вот таким вот рассолом сейчас я буду шприцевать. У меня 2 куска по 2 килограмма. Значит, по 200 миллилитров я загоню раствор вот таким вот шприцом. Он 5-кубовый, то есть 4 шприца на каждый кусок вот этого раствора сейчас я введу. Теперь я мясо завакуумирую и отправлю в холодильник на 5 суток на предварительный посол. За 5 суток таким методом мясо просолится 100% в середине, и у нас будет качественный продукт без непросола. В таком виде холодильник, температура там 2-4 градуса плюс. За 5 суток я думаю, что мясо отлично просолится, и мы проведем уже его тепловую обработку и копчение. Затем я его обработаю специями, и мы его еще выдержим со специями, наверное, сутки, и получим тот продукт, который задуман. Сейчас мы его упакуем в сетку на 4 части, будет 4 кусочка у нас мяса. Вот так. Цвет такой яркий, красивый. Будем готовить буженину горячего копчения. Вот используя такое нехитрое приспособление в виде куска трубы пластиковой и упаковочной сетки, я собираю вот такую нехитрую конструкцию. Вот, в принципе, все готово. Теперь я взял одну половину свиного ошейка. Посмотрите, какой прекрасный посол получился. Методом шприцевания, какой цвет у этого мяса. И вот таким образом, проталкивая через трубу, я помещаю кусок свиного ошейка в упаковочную сетку. Ну а теперь осталось перевязать и подготовить к тепловой обработке.
Вот таким же образом я упаковал все 4 куска и подвесил в кухне при комнатной температуре где-то 24 градуса для того, чтобы мясо смогло оттеплиться до температуры внутри хотя бы 14-15 градусов. Ну и после этого я перемещаю свиную шею в коптильную камеру, где буду проводить все этапы тепловой обработки. Вот такая у меня коптильная камера-малютка от интернет-магазина Craftmaster. У меня на канале есть подробный обзор этой коптильной камеры полного цикла. Сейчас в правом верхнем углу появится ссылочка, вы можете перейти, если вам интересно посмотреть подробно, что представляет себя этот рабочий инструмент. В этой коптильной камере я проведу сейчас все этапы тепловой обработки. Первый этап – это обсушка. Я выставлю в камере температуру 60 градусов и буду сушить с включенным вентилятором конвекции до температуры внутри 45 градусов. Именно вот на 40-45 градусах отлично выделяется уже вся влага, и она хорошо обсыхает. Ну и буду контролировать до сухой именно поверхности визуально. Сейчас внутри изделия 14 градусов, я вставил щуп и теперь я провожу этап обсушки. После обсушки я выставляю в камере 70 градусов и запускаю дым. До температуры 60 градусов внутри я провожу горячее копчение. После завершения горячего копчения я запускаю варку с паром. Вода подается капельным методом на тен, и вентилятор ее разбрызгивает, и таким образом температура в камере 85 и до полной готовности до 70 градусов внутри. Вот такой готовый продукт я получил, используя те этапы тепловой обработки в коптильной камере малютка от интернет-магазина Craftmaster. Я оставлю ссылочку на эту коптильную камеру интернет-магазина Craftmaster в описании в текстовом под этим видео. Но сейчас я это все разрежу пополам, обработаю, несу специи и в вакуум в холодильник созревать, набираться вкуса. Вот таким образом я разрезал каждый кусочек на 2 части. Посмотрите, какая получилась красота. Шея получилась сочная, нежная, мягкая. Вот такой набор специй я сейчас внесу. Я просто натру мясо чуть-чуть этими специями. Вы можете взять на свой вкус те специи, которые вы больше всего любите. Я взял черный молотый перец, кориандр крупно помолотый в ступке. Кроме этого я добавил сухой чеснок гранулированный и чуть-чуть добавил острого перчика чили сушеного. Тоже я его растолок в ступке. Вот таким набором специй я сейчас придам пряный аромат этому изделию. Мясо еще теплое после печенья, поэтому после обработки специями я упакую в вакуум. И вот на периоде стабилизации специи хорошо раскроются и впитаются в мясо. Вот, в принципе, и все. Состав специй, его объем, это как раз на ваш. Вот так я завакуумировал уже обработанные специям изделия в вакуумные пакеты. И теперь я все это отправлю в холодильник на созревание как минимум на сутки при температуре 4-6 градусов. Итак, друзья, снова здравствуйте. У меня прошло 2 суток. Я не торопился. Дал возможность созреть изделию для того, чтобы специи раскрылись. И теперь я проведу дегустацию. Ну что я вам скажу. Запах прекрасный. Не зря я 2 суток продержал свиную шейку горячего копчения в вакууме. Ну и посмотрите. В принципе, другого я и не ожидал. Идеальный, отличный, практически безупречный разрез. Мясо розовое, сочное. Очень интересная консистенция получилась этой свиной шейки.
горячего копчения. При разрезе прямо чувствуется такая упругость. Делая буженину в духовке, у меня такого разреза и такой консистенции не получалось. Смотрите, какой прекрасный цвет. Ну и на вкус, я вам скажу, это как раз то, что я хотел получить. Специи раскрылись. Мясо ароматное. Прекрасная закуска, друзья. Рекомендую. Вот, в принципе, и все. На этом я буду заканчивать. Друзья, если вам понравился этот рецепт свиной шеи горячего копчения, такой буженины пряной, не забудьте поставить лайк этому видео. Подписывайтесь на канал Food Court, жмите на колокольчик, и вы всегда будете первыми получать уведомления о всех новых рецептах на моем канале. До новых встреч, дорогие друзья!